Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема видео «Что вас ждет?» Прогноз на будущее для вас. И небольшое отступление. Сейчас в нашем сообществе Ведескара на Бусти идет акция, где вы можете приобрести все мои авторские колоды в одном наборе за одну цену – 2222 рубля. В набор входят 17 колод для печати в формате PDF и 16 колод – это виртуальные для смартфонов и других цифровых носителей. Акция продлится до 30 сентября 2024 года. Всю информацию я закрепила под данным видео. Также можете видеть QR-код на экране вашего телефона, компьютера. Не упустите данную возможность приобрести все колоды разом. Если у вас не получится открыть ссылку, вы можете написать мне в личный Telegram. Ссылку тоже на личный Telegram я оставлю внизу под видео. Итак, мы продолжим. И для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто пришел на расклад. И если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно. Вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Видео актуально в любой момент, на момент просмотра видео. Также мы будем говорить от лица женщины. И если смотрят мужчины данное видео, то, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Сейчас думайте только о себе, сконцентрируйтесь на себе. И мы начинаем. Кто вы? Знаете, вы хотите любви. И вообще такой человек, то есть вы находите какую-то радость, можете себя даже мелочью порадовать. А здесь людей показывают таких. Женщина, да, пришла на расклад, которая чувственная, все чувствует, близко принимает к сердцу. Возможно, даже когда кто-то смеется, вы можете краснеть. Но не все, да, но здесь вот такая женщина есть, розовеют щечки. Здесь показывают человека, который что-то потерял, или показывают как разницу в двух, да, то есть было так в прошлом, сейчас вот по-другому. Разница между прошлым и настоящим. Также здесь вот показывает какой-то интервал идет в вашей жизни. То есть это могло быть, например, да, затяжное что-то. Или вы сидели целый год, да, не вставали с постели. Просто ничего не хотелось сделать. Да, вот, например, ну, конечно же, вы двигались, но, вы знаете, так, какой-то был интервал времени именно апатический. Или наоборот, да, вот только дела, дела, дела. Вот в этом интервале было то, что не было в целой жизни. Да, здесь вот большой довольно-таки промежуток времени. Это может быть и несколько месяцев, это может быть и год, да, вот как-то. Или было то состояние, когда вы уединялись, да, или состояние, когда вы пребывали в той самой любви, а потом или розовые очки снялись, или любовь закончилась. Да, и началось все, как говорится, сковородки, кастрюли и бытовуха. Вот какой-то интервал вы прожили вот в каком-то определенном таком моменте, как вам бы казалось, не свой момент. И здесь люди еще проходят, которые, возможно, и чувствуют вообще ауру жилья. Вы зайдете в чужое жилье, вы можете чувствовать, да, там плохая атмосфера, например, или положительная. Вы не смотрите, да, что красивая, уютная квартира, вы чувствуете ауру. Бывает квартира красивая, уютная, но в ней плохая аура. Чувствуете что-то наперед, может быть, что предчувствие есть такое, что, да, не едь сегодня, а потом узнаете, что там что-то произошло. Может, авария какая-то или еще что-то может быть. Также здесь показывают вас, да, вы выдвигаете какие-то идеи, и вы, знаете, кому-то даже, может быть, помогали. Да, тут показывают пару, ну, это может быть, например, вы помогали мужчине в чем-то, да, кем-то стать, или благодаря вам, да, человек достиг чего-то, или кому-то. То есть вы давали кому-то какие-то шансы. Здесь доктор может тоже быть, проходить здесь доктора, которые дают людям шанс на выздоровление, да, там и так далее. Тут может профессия связана, что вы даете людям шанс.
И не то, что даже шанс, какие-то возможности, а люди начинают двигаться, да, или, может быть, вы мотивируете людей. Ну вот как-то двигаете, да, людей, и люди идут, двигаются. Тут смотрят люди, которые пережили в своей жизни измену или предательство. Также здесь могли близкие друзья даже подставить, или люди, которым вы доверяли, верили. Также здесь показывают вас, что вы очень такой, знаете, человек компании, или умеете зарядить обстановку, да, не грустить. То есть здесь весело. Можете именно быть таким вот каким-то новатором в компании или человеком, который, да, вот поддерживает такую энергию разговора, когда весело, когда уютно, да, находиться в этом обществе. Знаете, к вам люди очень сильно тянутся, к вашей энергии. Она вкусная, эта энергия. Для мужчин по-своему вкусна, да, для женщин по-своему вкусна. С вами очень приятно. Тут показывают еще, кстати, что вам в жилетку любят поплакать люди. Вот, а вы любите пожалеть. Иногда, кстати, тут показывают людей, на которых может, например, да, вот чья-то жалоба на жизнь, да, вот как-то затрагивать вас, то есть перетекать на вас. Вот будьте в этом, да, предельно аккуратны. Если вы чувствуете, что после разговора с каким-то человеком вам становится плохо, лучше, да, или ограничить это общение, вот, или вот прибегать, например, есть камешки, да, черный агат очень хороший, или зеркало с собой носить, но, да, вот не воспринимать эту энергию на себя. В кармашке можно носить зеркальце обратной стороной, то есть чтобы зеркало внутри этого кармана смотрело на внешнюю сторону, но не в ваше тело, да, вот так вот скажем. А знаете, сейчас вот показывают ваши холодные энергии на данный момент, какое-то вот есть недоверие. Вы любите, да, общество, вы любите общение, вы любите поддерживать разговор. Кстати, здесь показывают людей, которые, возможно, любят и влазить в разговор. Тут не в отрицательном смысле влазить, да, даже может помочь советом. Вы видите, два человека не могут найти выход, и вас не спрашивали, но вы можете подсказать: слушайте, а магазин тот-то находится там-то вот за углом. Да, то есть вы помогли, вы встряли в этот разговор, влезли, или как это, да, внедрились. И вот вы хотите подсказать, помочь. Тут показывают человека, который, возможно, любит животных. И вот показывает вас, вот вы как с человеком, возможно, может быть, разговариваете с этим животным. Или много разговариваете со своим животным. Также здесь показывают еще, смотрите, здесь на данный момент такие вот есть энергии, когда есть какое-то недоверие. И здесь идет, кстати, мужчина. Мужчина, возможно, моложе вас. Вы не доверяете и, возможно, проверяете. Также есть вопросы какие-то в голове по поводу этого человека. Или какая-то неуверенность. Или вы подозревать можете в чем-то. Также вообще надежды на будущее. Да, есть какие-то сомнения или с этим человеком, или о будущем. Здесь очень много волнует вопрос, наверное, любви. Давайте так возьмем. И, знаете, тут показывают, что немного-то цветов в своей жизни человек получал. То есть вам немного дарили цветов. А может, и вообще не дарили. По поводу отношений все вот как-то, ну, оно не так, вот, как вам бы хотелось. Или не получается их строить, или вот познакомились, расстались, все, и без продолжения. Человек исчезает, может. Хотя вообще, да, вы вот такой человек, когда вы влюбитесь, всю душу нараспашку, да, всю себя и до последней капли, чего бы не стоило делать, потому что внешность бывает обманчива, да, и дела тоже. Поэтому любите все новое. А возможно, вообще любите, даже здесь люди, которые вот тарелочка уже старая, надо ее заменить.
Или вот одежка уже старая, надо ее заменить, а не подшивать. Стоите, смотрите вот на 3 дороги или на выборе, может быть, каком-то сейчас. Сомнения какие-то. Да. Собираетесь куда-то или отправляться, да, имеется в виду тоже еще выбор пути, выбор профессии. Не профессии, да, а работы, может быть. Но может и профессия. Да. Вы знаете, у вас вот в жизни тут как будто бы, да, над вами вот стоит тут такое клеймо, как будто бы кто-то пытался как-то манипулировать вами или подавить вас. Да, может быть, патриархат тут был. Или вот здесь вот пытался кто-то именно утверждаться за ваш счет, самоутверждение. Но вы нет, вы не даетесь. Вы не даетесь, вы защищаете свои границы, но в то же время вы боитесь. Активная, очень целеустремленная женщина. И вы знаете, вы не прощаете обид в свою сторону. Вы, может, тихо, спокойно и уйдете. Вы не будете делать скандал на пустом месте. Оно того не стоит, люди не заслуживают того, и вы не нарываетесь, да, на что-то. Например, вы знаете, что если я на него накричу или с криком уйду, может быть скандал, он меня может ударить или еще что-то. Это может быть касаемо отношений или не только, да, и социальности тоже. Вообще здесь показывает такое прошлое, было нелегкое, даже детство было нелегким. Очень много было переживаний, или вот, знаете, родители, может быть, на вас что-то взваливали. То есть обязанности каких-то много выполняли, может быть. Или, да, здесь именно сложные отношения могут быть у кого-то с родителями. Также здесь вот вас показывают, что у вас доверие только к себе в первую очередь, но зачастую вы, бывает, что-то скажете и понимаете, что зря я это сказала. Или, может быть, это не стоило говорить, да, стоило это скрыть, а вы нечаянно рассказали. Тут. И вот у вас, да, вот вы человек такой, вы долго думаете, но вот вы очень быстро едете. Иногда даже не просчитывая, да, ситуацию, не вперед паровоза, а вот именно вы не просчитали ситуацию, и уже побежали, даже не поняв куда. Из-за этого, да, бывали в вашей жизни какие-то вот именно сложности, за которые вы переживали потом или жалели, зачем я так поступила. Это могли быть опять-таки чувства, отношения. Может быть, не того партнера выбрали, который лгал, обманывал, утаивал что-то, тайны какие-то, интрижки, хитрости. Знаете, здесь вот показывают, что вы-то одна не останетесь в первую. Здесь показывают, если вы переживаете за отношения, кто здесь переживает, одна вы не останетесь, но однозначно, оставшись даже одной, вы останетесь при, например, при чем-то, что, да, эту ситуацию одиночества сгладит, что вы даже не заметите, что вы одна. Что-то будет вас радовать. Второе, здесь говорят по поводу чувств. Долго не было чувств, они будут, но не сейчас. Кто в паре находится, здесь вот как произойдет какое-то, знаете, помутнение в этой паре. Что-то будет темное или что-то будет человек скрывать от вас. А вы взвешиваете все. Стоит ли перерождение, новая жизнь, то есть уход от отношений. Так, давайте дальше смотреть, что там мы далеко зашли, да. Что вас ждет, прогноз будущего? Если с вами резонирует, давайте смотреть дальше. Ну, об этом-то и расклад. Знаете, какая-то наступит ситуация, за которой придется переживать.
Или еще вы переживаете из-за какой-то ситуации. Да, ночами не спите, думаете. Тут, кстати, кто-то может думать о каких-то даже кредитах. Это для вас как больная... Знаете, вот все бывает больное, но вот это вот больная тема, острая тема дня, да, может быть. Или же вы можете переживать здесь чувственную сферу. Примите какое-то резко, внезапное решение по поводу этой ситуации. Так. Знаете, здесь какой-то мужчина вот вас как будто бы, да, или угрожает, или страшит вас чем-то, или, может быть, да, втаптывать пытается. Вот это в будущем. Также здесь кто-то не хочет отдавать вам должное. Вас поставит, возможно, да, под какой-то вопрос. Вы будете об этом думать. Но здесь будет ложь. Здесь будет однозначно какая-то ложь идти. Несправедливость. Как вам это разрешить? Как вам это разрешить? Ничего не делать вообще. Если вы это чувствуете, во-первых, не идти на провокации, если такие будут, но провокации могут пойти потом, как запасной вариант, да, еще, если на вас не подействует то. Вообще игнорировать. Это может быть мужчина, это может быть женщина, кто угодно. Здесь, знаете, вам какой-то человек поможет. Причем человек влюблен в вас или будет делать, потому что вы нравитесь этому человеку, помогать вам. Или, да, вот, ну, как сказать, расположение к вам. Вы приятный человеку. Это не обязательно любовь, например. Но вы приятный человеку, он захочет вам помочь. Да, понравились вы чем-то. Решить ситуацию. Знаете, у вас кто-то захочет вот или продавить, или, вот знаете, прогнуть под себя, чтобы вы сделали вот так, вот так, вот так. Также здесь бумаги могут быть, также здесь власти могут быть, вот что-то такое, вот именно на таком уровне. Манипуляции могут быть. Здесь вам нужно проявить силу, знаете чего, даже молчания, терпения и уметь игнорировать вообще. То, что на вас вот будут нависать, такие вот, именно игнорировать, махая рукой. Да, да, здесь ситуация тогда разрешится. Только в том случае, если вы будете это игнорировать. Далее, что вас ждет? Прогноз вашего будущего. Да, что-то мы не с очень веселой ноты начали. Что вас ждет? Прогноз ближайшего будущего. Терпение вас ждет, новое начало. Будете что-то взвешивать. Возможно, здесь, кстати, у кого-то денежка появится. В нужный момент, в нужный час или шанс на денежку. Причем прибыль большая, не маленькая. Здесь карта рекомендует правильно распоряжаться финансами. Не тратиться вот на всякие, знаете, шурум-бурумы. Именно держите деньги в руках. И, кстати, вы эти деньги сможете очень хорошо даже не потратить, а инвестировать. Инвестиции разные бывают. Например, квартиру купили. Так, далее смотрите. Да, тут показывают, если вы вот начнете что-то даже уже начнете вот из этой большой суммы на шурум-бурум тратить, так это вот просто уже будет так, что как будто бы деньги будут как сквозь пальцы у вас уходить.
Умейте правильно распорядиться именно финансами, правильный расчет вести, сделать какой-то план. Что-то начнет у вас расти, или это финансы, да, или вот опять-таки прибыль за прибылью у вас начинает получаться что-то. Также здесь какое-то дело, если вы открываете, вот знаете, будет все так постепенно, помаленьку, иногда захочется психануть, все бросить, но нет, здесь говорят, делай, продолжай. Здесь получишь, да, именно дальше и возможности какие-то, и денежки получишь. Стабильности к тебе это ведет. К стабильности. Будешь счастливым. Очень. Это твоя возможность, это твой шанс. Берись и делай. Так, далее. Знаете, вам здесь нужно, в первую очередь, карты на что указывают очень четко, отказаться от ненужных людей. Потому что иногда некоторые люди или советы дают не те, или вот как-то на вас очень дурно влияет. Именно слово «дурно» влияют. Да, они вот как будто с панталыги сбивают. Ведут вас совершенно не в ту сторону. Или рекомендации дают дурные какие-то. Приобретение будет чего-то крупного в большом объеме. Причем это может или быть что-то заграничное, или это может быть для вас что-то такое, о чем вы, возможно, может, мечтали когда-то. Также, что вас ждет в будущем? К вам приходят, знаете, какие-то вот интересные такие инсайты, которых вы, возможно, вот именно... Странные вещи, да, начинают происходить, когда вас к чему-то вот как высшие силы подводят. И вы это будете чувствовать, что таким образом, да, что это не этот человек, не эта женщина, не этот мужчина, а это именно высшие силы так сделали, чтобы вы это прям почувствуете. Вот знаете, так аж может мурашки по телу пробежаться. Что неужели я говорила вам правду? Ну вот так на самом деле, да. Причем вас, да, как вести будут, направлять. Вы будете вот стоять, думать, куда, туда или туда, но решение сразу же придет какое-то правильное. Да, например, вы думали, или я буду артисткой, да, петь, или я буду, например, рисовать картины, или я буду швеей. И вот как вы произнесли, например, какое-то слово, тут бац, что-нибудь упало. Вот именно на это слово, ага. И вы вот понимаете, да, вот тут какой-то был знак. Бывает, вот когда я говорю, есть такая чистка у нас на канале Telegram, я ее загрузила, закрепила, очень наш, да, и вот когда особенно проводишь данный ритуал в тишине, в спокойствии, желательно вообще наедине быть дома, да, и проводить данный ритуал, вот происходят на самом деле какие-то странные вещи, да, что иногда аж на самом деле мурашки по коже пробегают, но тут именно нужна выдержка, нужна сила воли. И часто люди мне пишут, да, что вот происходят вот такие-то вещи. То откуда ни возьмись, у нас тут собак никогда не выла под окнами. Тут стали собаки какие-то под окнами выть. Начинают силы останавливать, да, чтобы вы не проводили ритуал чистки. Вот свеча начинает гаснуть, еще что-то. То есть, хотя все, да, как ровно, гладко, тишь да гладь, но вот что-то происходит. Вот тут начнут такие действия происходить в вашей жизни, что у вас на самом деле показывают как будто бы мурашки по коже. Ну, вы очень чувствительные. Вот, поэтому такие мурашки по коже проходите, что вам даже не поверится, как так. Начнет что-то сбываться. Сбываться именно... Да, вы почувствуете, что здесь какая-то однозначно магия, что какие-то силы вмешались. Кто-то начнет здесь думать, да, что это какие-то черные силы с вами играют. Но нет, тут высшие силы будут с вами играть. Причем здесь вас будут, вы знаете, как проверять на прочность, возможно, но вы не почувствуете, понимаете, от этого что-то плохого. Да, вы почувствуете, наоборот, хорошо. Просто мурашки по телу будут идти от того, что вы не поверите, что такое может быть. Вот. И вообще все вот эти вещи, связанные
с невидимыми силами, они для нас, конечно же, да, вот как что-то иное. И для нас это не присуще, что мы видим это каждый день на каждом углу, да. Это что-то такое неземное, и на самом деле, да, у человека происходит иногда и будораж, да, как так? А вот так вот. Здесь вот с вами не просто будут играть, во-первых, испытывать вас на, да, например, может быть, проверки какие-то быть, ну, такого характера, где вы ничего не утратите от этого, вы будете только получать. Притом, вы знаете, тем самым здесь показывают какое-то ваше наполнение, изобилие. Кто-то здесь, кстати, красотой может начать заняться, что-то вот на себе выдумает делать, или, да, покрасить волосы в другой цвет, или вообще изменить фасон, стиль, да, своего гардероба. Вот как-то так что-то подумайте. Или даже вот что-то новое родится в вашей голове. Например, новая какая-то идея касаемо вашей внешности. Далее здесь еще показывает, что отношения с людьми вы будете решать очень легко. Не хочется мне применять сюда слово там дурак, да, вот выходит по-дурацки, но именно на таком, знаете, вот как соглашусь не глядя, вот как-то так и дела решаются. Здесь, возможно, может быть, вы будете, да, чем-то пользоваться, таким, опять-таки скажу, неземным, да, какими-нибудь, может быть, ритуалами, и они начнут работать. Именно не черными, да, не рекомендуется, а вот именно, например, аффирмации использовать, установки использовать. И вот оно начинает вот как на вас работать. И будете использовать, будет работать. Вот поверьте, попробуйте, сделайте, да. У меня очень много установок. Каждый день, когда я выпускаю видео, в конце видео записываю именно расклад на палитра аффирмаций, где выкладываю по 6 аффирмаций. Можете выбрать для себя одну, можете зайти на вчерашнее, на позавчерашнее, год назад видео или какое, да, неважно. Зайти, выбрать для себя аффирмацию и подходящую вам, и произносить ее. И знаете, тут вот на самом деле аффирмации для вас будут положительные работать. И вот не пугайтесь, да, вы же сами знали, что вы делаете. Да, и вот тут именно вы почувствуете этот самый эффект. Потом можете прийти на любое видео, мне написать комментарий, как у вас сработало. И люди другие почитают, да, посмотрят вообще, как это все работает. На самом деле практика аффирмации очень сильная и установок. Что вас ждет, прогноз будущего. Так. Доход. Какой-то доход будет у вас. Медленный, но верный. Будете этому опять-таки рады. Вы будете довольствоваться, знаете, не то, что есть, а то, что вот оно приходит, и вот как приумножается, прибавляется, да, и дает вам именно то состояние, когда за спиной крылья у вас вырастают, да. И знаете, тут такое будет у вас состояние, когда вы встанете и задумаетесь вообще. Тут удивление может быть, да, как так это произошло, как это могло так стать. Вы поймете, что вы делали, вы поймете, что вы пользовались даже какими-то, может быть, установками, аффирмациями, да, здесь невидимое. Но просто вот, да, для вас будет это не поверить в это. Ну как так? А хотя это уже есть, да, синица в ваших руках. Здесь вступает закон справедливости еще в будущем. Тут, знаете, тут... Вот вы хотели перемен, будут перемены. Тут кто доставал нож, от него погибает. Вот то состояние, помните, да, я вам сегодня говорила о том, что на вас именно кто-то хитро что-то захочет или вот как-то вас, да, спровоцировать может, именно проигнорировать. Это будет правильным, это будет мудрым решением. Вы знаете, бумеранг, он сам прилетит, вы не бойтесь. Не нужно ничего делать, магичить, да, и так далее, мстить. Оно само прилетит, оно найдет того, кто вытащил этот самый меч.
Здесь вас показывают женщина. Во-первых, чувствуете, что вы живете, продолжаете жить. Здесь после, может быть, да, вот какой-то или затяжной болезни, или вы чувствовали, что здоровье ухудшается. Здесь вот как все идет на поправку касаемо здоровья. Также здесь именно финансовая сторона очень ярко задета. Здесь вот показывают именно рост чего-то. Или по карьерной лестнице рост, или рост в вашем каком-то деле. Очень хорошо бы было бы, да, если бы вы делали на самом деле какой-то свой личный проект. Потому что вот сейчас особенно, когда вы смотрите это видео, неважно в каком году, да, вот тут именно вот уже, да, или начинай, или продолжай, не заканчивай. То есть у вас именно этот проект несет какой-то огромный плод. А вот это дело, да, в вашей голове именно является теми самыми переменами и возможностями. Угу. Где есть конкуренция, где придется отстаивать, где есть конкуренция, где есть... Кстати, вот показывают у вас, когда дело какое-то идет, пойдет дело, появятся хитрожопые люди, которые захотят вам как-то или палки в колеса повставлять, да, или же как-то хитро, лицемерно что-то, может быть, предложить, да, дабы у вас что-то взять. Будьте аккуратны, да, или даже вот, например, перейдите по ссылке, да, а потом вас обокрали, например, такое тоже. Будьте аккуратны, тут захотят наживиться вашим. Вас показывают еще дорогу куда-то. Держите дорогу в будущем. Не хочу говорить на Луну, но попереживайте за счет этой дороги. Будете как-то переживать, нервничать. И знаете, вот вы смотрите на эту дорогу, но вы сами не понимаете, зачем я туда еду. А не зачем. Здесь именно вы понимаете, что как будто вас что-то ведет, вас туда вести будут высшие силы. Я говорила как-то, да, иногда люди делают покупки, купив что-то, они не понимают, почему они это купили. А тут, да, невидимые силы сыграли. Человек делал заговор, чтобы продать, а другой человек купил, но не понял зачем, покупатель. А здесь сработала та самая магия, да, тот самый ритуал. Или шепоток, или что угодно, да, сработал. И человек купил и сам не понял, зачем. И вот здесь, да, та же самая мне припоминает дорогу, которая будет, но вы не понимаете, зачем вы туда едете, или я еду, ну, не знаю, да, куда, но еду. То есть вроде и не на шопинг, но вроде еду, но дома сидеть тоже не хочется. И вот эта дорога будет не простой дорогой, а какой-то судьбоносной. Здесь кто-то в этой дороге встретит свою любовь, да, или человека, в которого вы влюбитесь. Но здесь показывает взаимную любовь. То есть здесь, да, или могут быть оба два. То есть и мужчина влюбился, и вы, да, взыграли чувства, или вы познакомились в этой дороге, общались, да, и вот у вас завязалось что-то. Притом здесь кто-то может находиться еще в паре. Но не все, но большинство здесь проявляется. Кто-то может быть еще в паре, а завяжется еще отношения. Знаете, значит, не все так хорошо в этой паре, раз завязались другие отношения. Я так считаю. Потому что, когда все хорошо, да, как это говорят, сучка не захочет, кобель не вскочит. Вот если все так хорошо в семье, да, женщина не будет там переглядываться и завязывать серьезные отношения. На самом деле что-то вас не устраивает в тех отношениях, в которых вы сейчас. И уже смотрите, знаете, вперед, в другую сторону. Но не все, да, здесь не проиграется так у всех, но у большинства точно.
будет вынесен вердикт, будет какое-то вот резкое примите решение. Оставаться мне в тех отношениях или идти в новые. Но это уже вы будете сами выбирать. Здесь человек может быть партнер моложе по возрасту, или же здесь человек может моложе выглядеть, или внутри быть молодой и горячий человек. Тут вы его очень сильно зацепите. Сейчас посмотрим на колоде «Золотой ключ», что карты хотят вам передать. Сделаем 3 позиции. Выберите одну позицию из 3. Итак, кто выбрал первую позицию? Мы начнем. Скоро откроется тайна. Полная трансформация. С вами ангелы-хранители. Вас ожидает продвижение, слава, награда, достижение или успех. Кто выбрал вторую позицию? Новости, которые вас порадуют. Исполнение желания. Вы под защитой ангелов. Доверьтесь им. Вам предстоит выбор. Кто выбрал третью позицию? Счастье не за горами. Покормите птиц, бездомных животных. Новый коллектив, коллеги, друзья или знакомства. Ваш враг получит по заслугам. Откроем колоду палитра аффирмаций. Я достойна счастья и любви. Я само совершенство. Каждый день я становлюсь более богатым духовно и материально. Удача всегда со мной. Я всегда в безопасности, Бог хранит меня. Моя кожа очищается, разглаживается, омолаживается. Можете поставить на паузу и сделать скриншот. И хочу отдельно каждого из вас поблагодарить за ваши донаты, за спонсорство нашего комьюнити Ведескара. Огромное вам спасибо за такой энергообмен между мной и вами, чтобы у вас в миллионы раз приумножилось. Также огромное вам спасибо за ваши теплые комментарии, за пожелания лично мне и нашему каналу. И желаю вам, чтобы ваши мечты и ваши надежды обязательно в скором осуществились. Главное, никогда ни перед чем не падайте духом, будьте сильны. Держу за вас пальчики и во благо всем вам. Всех вас очень люблю, крепко обнимаю и спасибо вам, что вы у меня есть. И до новых видео на нашем канале. С вами была ваша Ведескара.